Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Таро расклад – 3 знака судьбы, 3 важных составляющих из вашей жизни, то, что в вашей судьбе будет дальше. Давайте с вами узнаем. Конечно, останемся реалистами, всегда говорю об этом, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, ну и здравого смысла тоже. И наш расклад одинаково подойдет как для мужчин, так и для моих любимых девочек, неважно какой возраст. Итак, мы говорим 3 знака судьбы. И мы достанем 3 основные карты на колоде Ленорман. Но вначале все же давайте узнаем, кто сегодня пришел на наш расклад. Вот кому, как 3 направления. Или, может быть, это будет 3 темы какие-то разные. Может быть, это 3 вопроса. Может быть, у кого-то и 3 проблемы. Почему нет? Так тоже. Чем вот именно придется заниматься. Может быть, совсем скоро. Заглянем с вами в будущее. Но вначале пусть нам карты расскажут, кому они сегодня будут тайны раскрывать. А вы переложите на себя, насколько это откликается вашей душе. Какие-то вот в последнее время, хочется сказать, ну, такие уж больно мудреные расклады, правда. Или, ну, обязательно что-то есть такой момент, компонент, когда, ну, не идет что-то, да. Крокодил не ловится, не растет кокос. Конечно, это мой сленг, мои дорогие. Но 8 мечей, вот карта искаженного восприятия. То есть вот то, что вы видите сейчас, вот конкретно, да, нам где-то карта предвосхищает, правда, есть смысл посмотреть, потому что ты как будто сейчас в другом измерении. Может быть, а у нас планетарные транзиты таковы, ну вот я делаю этот расклад в мае, даже если вы позже открыли, значит, ну, у вас такой период жизни. Но все же вот я делаю тут даже планетарно, да, так. Получается, что Плутон у нас ретроградный. Сатурн – это планета кармы. Ну, не ретроградный, но в тех же градусах, в которых был на конец прошлого года, на начало этого года. Вот представляете? Единственное, это только у нас, наверное, Уран в Близнецах, который нам дает, ну, где-то подпитку идти все же дальше. Или когда, ну, может, знаете, переплестись, как и события внешние, как и события, связанные, может быть, с людьми в вашем окружении, но и вашими собственными планами. Такой, знаете, вектор судьбы мы как будто меняем. И вот пока вы его как будто прочувствуете, или когда какая-то ситуация, может быть, до конца разовьется, словно, да, такой волшебный пендель, но, опять же, надеюсь, понимаете мой сленг, произойдет с какими-то внешними событиями. Вот тогда, может быть, нам и придется снять вот эту повязку. Но где-то ведь карта говорит, вот вы представляете, что вы чего-то не можете осуществить. Или вы во власти воспоминаний находитесь, вот банально так. И причем, может быть, вы человек-оптимист, но тем не менее вот то состояние души, когда вы открыли это видео, когда, ну, все же больше минусовых каких-то эмоций, как будто меня что-то сдерживает. У меня постоянно какие-то преграды, как какие-то барьеры сама по себе судьба ставит на пути, и я не вижу выхода. Пойдем дальше. Что у вас еще расскажут карты? Карты говорят, королева жезлов, вы очень сильный человек. Это тот человек, который, в принципе, стоит только захотеть по-настоящему. И можно горы свернуть. Но горы мы оставим на месте. И где-то ведь тоже по королеве жезлов, вот черный кот, я надеюсь, вы видите. И в классических колодах Таро он тоже черный кот, как правило, присутствует. Это жизнь научила королеву жезлов не говорить о своих планах. Счастье, удача любит тишину. Может быть, вы и уже и задумали что-то. В принципе, вы могли уже к чему-то приступить, деятельная натура. Но у вас что-то не идет. Вот правда. Возможно, вам какую-то тему решить нужно срочно. Или какой-то вопрос закрыть тоже нужно срочно. И вот никак не получается. Не получается, может быть, и по финансам у кого-то. Как свожу концы с концами, но сказать, что что-то так вот, как прорыв какой-то, или чтобы, ну, какой-то переломный такой, даже момент, если кризисный, но чтобы он наступил. Тут, скорее всего, что-то тянется. И как раз 5 кубков тут может быть, а тем не менее, на кону у вас уже сами по себе, ну вот, наверное, развязки жизненных историй, потому что 21-й старший аркан. И мы ведь спрашиваем о вас.
Вы очень миролюбивый человек. И, может быть, даже сильным характером, судя по королеве жезлов. Но это может свидетельствовать о том, что либо планы ваши таковы, что уже допускаете, договариваться придется с кем-то, или рассматривать вот эти самые альтернативные варианты. Как будто вот все карты говорят, у тебя сейчас именно сложилась такая ситуация, когда ты видишь четко, что какие-то методы, способы твои личные, они не работают. А то, что ты себе поставил, может быть, в план, а тут тоже начинает что-то смещаться. Но совсем скоро. А возможно, кто-то уже вот сейчас, может быть, днем, 2 днями раньше или буквально сегодня. Но все же по аркану мир, но теплится надежда, это как минимум. 2 старших аркана – мир и справедливость. И если мы говорили вот словно барьеры, у кого-то может быть барьеры по закону, у кого-то, кстати, ситуация, которая может быть и слушание в суде, или какие-то разбирательства идут. Для кого-то это нужно бумагу, документ какой-то получить или оформить, сдать. Словно 2 старших аркана говорят, ты сейчас что-то подытоживаешь. Вот твоя задача, ничтоже сумяшися, переключить свое внимание именно на то, чтобы то, что в твоей жизни именно завершается. Или пусть это так более абстрактно звучит, а у кого-то именно вот то дело, которое вы должны как до ума довести, или до какого-то последнего аккорда. Может быть и правда тут документально что-то оформить, и у тебя это получится. Но вот тебе как будто, может быть, и есть какие-то преграды, да, вот мы говорим по судьбе, но не дает, как будто не пускают тебя небеса куда-то вперед. Это мое предположение, не более. Но вы можете чувствовать, вот насколько это у вас совпадает, что бы я ни предпринимала или не предпринимал, почему-то меня все время отбрасывает назад. А вот потому что вам в вашей жизни, мои дорогие, есть одна какая-то болевая точка. Их может быть много. Но знаете, это как центральное что-то. Вот одна тема, которая должна быть решена, как будто закрыта, причем так, когда вы останетесь не просто довольны, а когда вы сможете вздохнуть свободно, что теперь это больше не давлеет над вами. Более того, это нужно еще как-то увязать и с буквой закона, все-таки аркан правосудия. Да, это тоже карма, это у нас причина и следствие, это где-то судьба. Вот значит, примите во внимание, что вы сейчас зависите на самом деле и от внешних событий, возможно, и от решений людей, с которыми вы совсем скоро столкнетесь или с кем вы уже столкнулись. Складывает судьба ваша, какой-то жизненный сюжет. Хотим мы того или нет, нам нужно не просто пройти его, а правильно провзаимодействовать. Тут для себя самой или самого сейчас время сделать что-то очень хорошо. Хорошо, я имею в виду, когда, правда, как будто вы будете избавлены от повторения прошлой какой-то истории. Но это, наверное, как Херон Вовне. Да, это какой-то надоевший сценарий. Ну и когда жизнь пойдет с правильной ноги. Ладно, давайте еще достанем карты. Хотя, я думаю, даже по этому ряду вы уже могли определиться, насколько наш расклад подойдет вам. Все карты говорят о том, что вот постоянно что-то преодолевать приходится. Возможно, вы совсем недавно, или у вас вот-вот состоится какой-то разговор, это точно. И вполне вероятно, этот разговор будет где-то содержать денежную историю. Может быть и ваш интерес. Возможно, это будет разговор о продолжении отношений. Или в каком контексте, в каком формате. Я не исключаю, хоть и 2 кубков, у кого-то, правда, это будет касаться личной жизни, но у кого-то все же вопросы работы или вот документы, какое-то продолжение. Приготовьтесь к тому, и мне так кажется, да, хотя кто-то уже получил, действительно, может быть, какую-то такую воодушевляющую новость. Когда есть, тем не менее, предпосылки к тому, чтобы именно как воодушевиться или улыбнуться. Что-то вам будет приятно, но рядом 10 мечей, которая говорит, что следом за этой новостью или разговором, или, может быть, знаете, когда вы встретились с каким-то человеком, беседа состоялась, а потом человек ушел, вы ушли, вы расстались. Может быть, эта беседа, особенно если это деловая или
Может быть, это просто разговор в мессенджерах, по телефону, как угодно. Вот какое-то послевкусие у вас будет. Может быть, я говорю, вот этот разговор, он уже состоялся. Вы что-то обсуждали. Причем на уровне, ну, либо финансов, либо общих интересов. Вот тут давайте назовем, что это общий интерес. Причем, опять же, по судьбе карта Иерофант. И пусть это даже связано с работой или с личной жизнью. Карта где-то подсказывает, вот то, о чем ты сейчас думаешь, тебе как будто нужно это на самом деле на букву закона переложить. Или, может быть, последующий разговор очень тщательно продумать, чтобы обозначить свои интересы, может быть, так. Я не говорю о том, что мы буквально на кого-то давим. Нет, ведь карта Иерофант — это ключи нам еще придется подбирать. Поэтому где-то дипломатия, наверное, как высшие октавы должна быть. Настроить себя на то, что, ну, придется, видимо, примирять непримиримое, соединять несоединимое, ну, где-то так. Потому что здесь может быть, знаете, как вот мы говорим, да, двое людей. И где-то рыцарь Пентаклей может свидетельствовать о том, что или человек такой, ну, он думает тоже как и о финансах, так и о материальной стороне дела. Но вот как будто два разных человека. У одного, может быть, и бабочки в животе, а у другого какая-то грустная история. Может быть, я не исключаю, что человек вам будет попросту плакаться в жилетку или просить вашей помощи. Я такое тоже не исключаю. Но тогда карта Иерофант говорит, что вам придется как-то мудрое решение принять. Может быть, и не обидеть, но и себя-то не обидеть, свои какие-то интересы соблюсти как будто тоже. И тем не менее, какая-то история явно будет продолжаться. И если мы говорим завершать, это не значит, что это уже совсем какое-то окончание. А это как что-то соединить, повторяюсь, и направить в новый вектор. Вот я вижу именно так. Ну, вот давайте перейдем к нашему раскладу. Насколько это откликается где-то в вашей душе, плюс-минус, да? Будем реалистами. И на колоде Ленорман, Чиру Маркете, мы с вами достанем 3 карты. 3 знака судьбы. Чем вам доведется заниматься? Что скоро случится? Что в вашей жизни скоро произойдет? С кем, с чем будут связаны эти события, а возможно, сфера жизни? Итак, первый знак судьбы. Что вам хотят передать высшие силы? Второй знак судьбы. И третий знак судьбы, как подсказка. Итак, давайте будем узнавать, что же в вашей жизни будет совсем скоро происходить. Какие 3 важных составляющих или 3 важных компонента выйдут на первый план. С чем, с кем связано. И вот первый наш план, посмотрите, вот такой скворечник, причем 3 входа, как будто птичьих, правда? Карта птицы — это карта спутанной информации, или когда информации попросту очень много, чересчур много, когда она такая разрозненная, или когда она очень противоречивая. Иногда по этой карте буквально идут и сплетни, мои дорогие. С чем это связано? Но тем не менее, вот как будто мы это должны переработать, или мы это должны рассмотреть. Какой знак судьбы. И тем не менее, на самом деле будет какое-то рациональное зерно. Более того, посмотрите, к вам могут обращаться. Вот у вас вроде как сейчас своих собственных забот нам показали много, да? И как-то вот правильно свою траекторию нужно пройти. Но будут в вашей жизни те люди, которым вдруг вы понадобитесь. И не просто понадобитесь, но эти люди видят в вас силу. Вот если эти 2 карты, мы говорим, с чем вы все-таки, да, как знак судьбы. Я, кстати, не исключаю, что где-то карта может говорить о том, что вместе вот с этой разрозненной информацией, а информацию, ну, конечно, она может быть разная. Это может быть какие-то послания могут, да, быть, как переписка, это может быть какие-то звонки телефонные. Может быть, это и, в принципе, кто-то на ваш порог приходит именно за помощью. Потому что обычно это карта лилии, но тут изображены калы, тем не менее. Значение от этого не меняется. Эта карта
искренности и каких-то откровенных разговоров. Вчера Маркетти изобразил двойственность. Как будто те цветы, которые мы видим живыми, да, они в точности повторяются в витраже. То есть какая-то прежняя история, то есть тот человек, кого вы знали. Или, может быть, это деловой вопрос, потому что рядом у нас карта медведя. Эта карта, по сути дела, передает силу. И здесь это может говорить и о важном разговоре, может быть, с конкретной персоной, или когда очень много информации принесет конкретный человек. Возможно, от вас потребуется помощь ему разобраться, как-то сложновато, но ведь это может приходить вместе с информацией, то есть это когда да никак не началось, или когда люди, отстраненно что-то обсуждают, может быть, и вопрос по работе, но потом, тем не менее, вот как минимум с одной персоной у вас будет продолжение взаимоотношений или каких-то контактов. Но я также не исключаю, что это какой-то человек, который вам принесет очень важную новость. И может быть точно, третью, четвертую уже будем говорить, карту достала. И у нас карта всадника. Поэтому смотрите, из всех новостей, которые вы, возможно, скоро услышите, вот таких противоречивых, будет как минимум одно рациональное зерно. Может быть, это даже кто-то с вами будет делиться информацией, что человек как будто, да, может позвонить или, как-то вы свяжетесь, а ты слышал или ты слышала, что говорят, да, и, может быть, на вас ушат вывалит какой-то вам совершенно ненужной информации, но мы ведь с вами знаки судьбы смотрим. Так вот, в этом ворохе информационном, в этом потоке будет что-то очень важное для вас. Вполне вероятно, вы можете получить буквально известие, что вам нужно будет куда-то, возможно, поехать, или к вам кто-то приедет. Приедет, может быть, собирается на последующий период. Я не имею в виду, вот буквально кто-то, да, как сосед зашел, или кто-то из близких зашел, или, те люди, которые где-то близко рядом с вами. Здесь все-таки я вижу, и буквально тут сумка почтальона, то тут будут какие-то договоренности, возможности. Тут буквально всадник у нас на радуге. Это будет касаться несколько отдаленного периода. С чем это связано? А ведь и правда, аркан звезды может говорить о расстоянии. У кого-то буквально отношения может быть на расстоянии. Или когда вы с каким-то важным человеком, может быть, это не личная жизнь отношения, а это вы даже какие-то вопросы по работе, да, вы онлайн работаете. Тогда все на расстоянии будем говорить. Кто знает, может быть, и вы и работу ищете такую, которая связана с возможностью работать из дома буквально, да, когда home office у тебя буквально в твоем доме, в твоей квартире. И вы, в принципе, рассматриваете для себя такие варианты и дальше. И куда-то отправляли запросы. Вот вы знаете, я тут вижу, что действительно с ворохом информации вы получите или как поймаете, может быть, на лету что-то рационально доброе лично для вас. Но более того, вот, наверное, почему карты птицы первая выпала. Потому что основная задача для вас, это, наверное, как уран в близнецах, это точно. Потому что это коммуникативность в первую очередь. И, кстати сказать, расстояние, эфир, пространство, интернет, может быть, для кого-то из вас даже поездки. Может такое у нас быть, когда, происходят сбои. Происходят сбои в расписании, происходят сбои в системах. В принципе, можно быть к этому готовы. И, скорее всего, это тоже не происходит где-то просто так. Но вот у вас, может быть, сложится какая-то необходимость, опять же, важного разговора или даже встречи, когда, почему-то, я так больше вижу, вам это будет важно на последующий период жизни. Это имеется в виду не буквально завтра. Это имеет перспективу. Причем для кого-то имеет перспективу с учетом аркана, именно звезды. Ох как. Сейчас посмотрим. У кого-то, правда, перспектива по работе. Ух ты. Вот все то, что я сказала. Даже нет смысла доставать еще карты. Посмотрите. Сами выпрыгнули. Да, у кого-то это будет касаться решения, может быть, финансовых вопросов, может быть, и документов, подписания каких-то важных бумаг.
Но точно так же это может быть, опять же, тот человек, не случайно. Вот эта карта Лилии, я говорила, задвоенность какая-то есть. Или какая-то прежняя история. Тут ведь буквально по шестерке кубков будет встреча. И я не исключаю даже с тем человеком, которого вы не видели достаточно давно. И с которым вы, возможно, на расстоянии. Ну, сложно мне сказать, кто кому поедет, приедет, или как тут это будет состыковываться, эта встреча, но я могу смело утверждать. Я ведь где-то об этом говорила, и как подтверждение всему тому, что я сказала ранее, выпадают эти две карты. Но есть и то, что вот именно нужно сделать, это ваша сигнификация, да? Помним, там ведь у вас выпал аркан мир, а следом правосудие. И вот все то, что я сказала, опять же, это где-то подтверждают. Да, миролюбие, договариваться придется, дипломатом быть придется, встретиться, рассмотреть какой-то совместный вариант. А восьмерка Пентаклей нам будет говорить, пусть это будет тема, которая связана либо с работой, может быть, у кого-то через финансы, я такое допускаю даже с домом, с местом проживания. Вот тоже не исключаю, потому что вот так ложатся карты. И может быть человек, с которыми вам доведется контактировать, я больше вижу, что тут и ваша есть определенно в чем-то сила. Ну и сила есть в человеке. То есть это, знаете, наверное, это тот союз, когда вы сильны в одном чем-то, а человек в другом. И тут как будто это нужно сложить единый узор из этого всего. Может быть, для вас придется буквально много работать, потому что карта это подразумевает, но все же. Одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, поэтому у вас все-таки получится осуществить какой-то проект. И по восьмерке Пентаклей нам показан человек, который профессионал, но тот, который практически уже готов выйти на новый уровень своего статуса, своей карьеры. Поэтому первое, хотя начинается никак, да? Начинается, нам просто говорят, что много информации. Ты не можешь от этого отмахнуться. И причем будет это поначалу выглядеть, да, вот как этот домик, да, птичий, когда непонятно, кто куда влетел, кто откуда вылетел, или я говорила сплетни. Может быть, и будет много очень досужих мыслей, досужих людей. То есть это то, что к делу не относится. Но тогда приготовьтесь, мои дорогие, возможно, вам придется как выслушать терпеливо и постоянно анализировать. Вот много будет информации. И самое главное, здесь будет что-то очень важное. Более того, эта информация, или, кстати, карта может говорить о том, что, может быть, это поступит какое-то предложение, или при разговоре это будет через совместное согласование какой-то вариант, который вас может не устраивать на 100%. И вы, ну, может быть, и будете думать, а зачем мне это надо? Вот это какой-то хаос, как будто вы можете воспринимать и так. Вы можете воспринимать даже человека точно так же, как эту карту, и думать, ну, какая-то катавасия пошла, какая-то абракадабра, что-то не то. Не могу никак сопоставить ни факты, ни последовательность. Вот поначалу даже это может выглядеть так. Но тем не менее, все же венец того, что вы получаете, оно как будто следовало этим заниматься или как минимум работать с этой информацией, работать, может быть, буквально с людьми, потому что ваши позиции, они значительно становятся либо шире, как будто, да, горизонт пространства увеличивается, но и сила-то ваша тоже нарастает. Может быть, кому-то придется взаимодействовать правильно, чтобы решить даже финансовый вопрос. Вот я этого тоже не исключаю. Ладно. Второй знак судьбы. Карта женщина. Любимая женщина, хочется сказать, потому что роза в руке у нашей девы прекрасной. И обратите внимание, она довольна. Она именно довольна. Ее любят. Как будто, читая книгу, она получила вот этот цветок. Это тоже такое своего рода, как признание в любви. Или как знак внимания. Конечно, вопросы личной жизни. Давайте прямо скажем, видимо, в ближайшее время точно не на последнем месте. Где-то это может перекликаться с первым вариантом. Но давайте мы дополним, достанем несколько карт. В чем знак судьбы? Ну, хорошо. Для вас, мои дорогие мужчины, это важная женщина. Мои дорогие девочки, я, конечно, не исключаю, что и для вас может быть женщина, но больше все же нам тут говорят
о личной жизни. Это вы важны для кого-то. Это какая-то история, которая, скорее всего, да точно, все то, что я говорила. И правда, вопросы дома, аисты, жизнь в паре. Иногда эта карта говорит о поездках, переезде. Или перемещении, когда вся семья переезжает. Для кого-то из вас это важная встреча. Или планирование. Для тех, кто семейный, тут тоже могут быть какие-то перемены. Перемены не буквально, хотя, может быть, вы и сами эти перемены задумали и уже какие-то шаги предприняли. Тогда с учетом карты тучи я могу допустить, что тут действительно что-то могло встать на паузу или как какое-то время не развивалось, но тучи это не постоянно. Вот уже как будто уходят тучи, и на смену приходит солнце, мои дорогие. Но, мои дорогие девочки, я могу предположить, что или для вас, мужчины, давайте в целом выровняем одну ситуацию, что здесь какие-то отношения, которые прежде, как нашла коса на камень, вот эта туча. И бывает же так, когда по пустяковому поводу люди поссорились. Или когда каждый на своем чем-то настаивал, не захотел договариваться. Вот не захотел и все. Уставший был, настроения не было. Или когда все надоело. Ну, наверное, у каждого своя причина. Здесь точно планетарные транзиты и где-то карты перекликаются, что какая-то история, которая касается личной жизни. Хотя я не исключаю. Может быть, это история с детьми. У кого-то, но все же больше карты говорят о личном, о чем-то сугубо сердечном. Но это будет продолжаться. Давайте посмотрим, каковы еще знаки судьбы. А ведь и правда, смотрите. Но, видимо, от информации, от работы с сообщениями, письмами или буквально с корреспонденцией, ну, тут и ребенок выпал. Поэтому тут, конечно, жизнь личная от начала до конца. Вот даже если вы открыли это видео, и у вас материальный вопрос, или вы пытаетесь что-то свое по работе продумать. Но, поверьте, видимо, так складываются события, что нельзя как будто уйти с головой чисто в рабочие вопросы. Здесь, значит, будет как минимум одна важная информация, но я бы сказала, тут до 3 новостей ожидайте. До 3, может быть, и больше. Иногда карта ребенок это тоже своеобразное или обучение, кстати, у кого-то может совпасть, или где-то, ну, получение какой-то весточки. Может быть, это будет связано, опять же, карта тучи. Когда пришла одна информация, следом пришла другая. Когда вы думали или уже перестали даже уже о чем-то думать. Или у вас что-то не получилось. Я не исключаю, что с каким-то новым заходом, с новым каким-то образом вам будет предложена хорошо известная история, и у вас будет именно возможность что-то довести до ума, как прояснить как минимум, потому что тучи, а на смену солнце, а солнце это всегда ясность. И здесь буквально у кого-то будет вопрос касаться важных документов или важных бумаг. То есть и личная жизнь, но и одновременно королева жезлов у нас уже выпадала. Давайте перемешаем карты. Я просто обратила внимание, что на дне. Ну, где-то подсказывает карта, что, ну да, вот какую-то задумку вы как будете эту канву вести дальше. Но все же, знаки судьбы, второй вариант. Что же вам хотят сказать высшие силы? Что вам нужно услышать? Что скоро произойдет? Самое главное. Может быть и так. К чему приготовиться? Даже не знаю, карта Таро, десятка пентаклей, нам показана семья в разных поколениях, и дом, и пентакли, то есть деньги. Это само по себе благополучие, вопросы пары, вопросы, связанные с детьми и мир, мои дорогие. Ну вот смотрите, это у нас как ключевая центральная позиция. Вот те, кто продолжает смотреть видео, и, может быть, повторюсь, пришли-то вы совсем по другой теме. Вот так жизнь может повернуть, что вопросы дома, семьи, любви, личной жизни, вопросы пары, может быть, даже если вы сейчас один или одна, вы можете встретить важного человека. Приготовьтесь, хочется сказать, что-то очень доброе идет на ваш порог. Может быть, для кого-то создать семью, а для кого-то встретиться с важным человеком, которого вы давно не видели, а кому-то помириться, мои дорогие. Но карта мир, опять же, выпала, да? Мы уже с вами об этом, начиная еще с сигнификации, говорили. И десятка пентаклей – это когда прям вот
Вы действительно чем-то останетесь довольны совсем скоро. У вас что-то сложится очень хорошо. И вот эти вот, я говорила, до 3 новостей, которые так или иначе где-то будут перекликаться с вашей личной жизнью. Они будут как раз выравнивать какую-то, может быть, и минус по финансам. Но точно так же это будет связано, ну, где-то пространство, я не исключаю, аркан мир. Все-таки это как Вселенная, мои дорогие, это как весь мир. Это опять же возможности, но и в то же время очень добрая карта, которая нам действительно доставляет радость, потому что мы как будто укрепляем не просто свои позиции, а, знаете, получаем такой заряд бодрости и вдохновения. Когда нам кто-то делает добро, кстати, вот я не исключаю, вы можете столкнуться, может быть, с такими взаимоотношениями, или пусть это будет даже какой-то один контакт, когда о вас думают, мои дорогие. Может быть, вот кто смотрит сегодняшний расклад, это вы всегда думаете обо всех, о вас, ну, как-то не думали, может быть, кто-то так размышляет. Но вот как будто кардинально ситуация с учетом аркана тучи будет меняться. Вот такой знак судьбы. Обрати внимание на личную жизнь. Третий знак судьбы. Много общения, карта парк. И здесь могут быть самые разные люди, да. В парке люди встречаются, причем те люди, которые как новые. Смена окружения у вас, мои дорогие. А для кого-то это может быть действительно какое-то очень важное место, общественное место, может быть, и работа. А возможно, это даже, ну, не совсем, правда, аркан парк говорит. Но, может быть, вы поедете, отправитесь, какая-то инстанция, где вам, вот документы, например, да, приготовьтесь к тому, что какое-то будет в вашей жизни, но все же тут более что-то глобальное, как новые люди, новое общение, новые интересы. Не за ту колоду взялась, но хорошо, что перемешала. Давайте все-таки доложим карты колоды Ленорман. Что означает этот парк? Может быть, это новые знакомства. Для кого-то это новый коллектив, а для кого-то новый менталитет, если мы говорим и мир, и переезд. Тут нам уже и звезды выпали. Ага. Ну вот карта, смотрите, парк, да, я сказала, разные люди встречаются, аркан леса. Есть и хитрецы. Вот вы действительно скоро окажетесь как в новой общности или в новом коллективе. Вы людей не будете хорошо знать, это точно. Вот вам это, может быть, третий ряд, больше как предостережение. Карта книга, карта тайны. И как будто не торопись, Чаромаркетти изобразил циферблат. Тут всему свое время. Не торопись делать суждения, не торопись делать выводы. Больше наблюдай, больше, может быть, общайся, но никому ничего не обещай. Знай, что какие-то лисы как будто будут. Здесь, ну, назовем это манипуляциями какими-то. Но давайте еще пару карт. Что это для вас, к чему приготовиться. Но, тем не менее, будут и те, которые вам буквально готовы участвовать или помогать, с кем у вас будет какая-то история. И, возможно, вы получите скоро какой-то подарок. Или вы получите, даже общаясь, к примеру, с новыми людьми, состоится какое-то знакомство, которое может для вас быть судьбоносным, когда какая-то история будет продолжаться дальше. Или когда вы куда-то отправляетесь, и кто знает, вот как я говорила, да, в какой-то инстанции может состояться встреча. А может быть, это не инстанция, мои дорогие, а аэропорт, к примеру. А почему нет? Точно. Тут может быть что-то такое, как встреча человека, важного человека в вашей жизни. Нам не говорят конкретно. Может быть, это как раз вот касается где-то, да, среднего ряда. И вокруг вас много людей, много советчиков, опять же. И есть и такие, которые свою какую-то линию гнут или, может быть, и вмешиваются в отношения. Тогда вам нужно будет как-то мудро подступать. Но вот приготовься, наверное, к тому, что все неоднозначно. Но тебе придется пройти этот путь, потому что, тем не менее, вот как будто, да, если мы последнюю карту положим, и это якорь, это имеет для вас значение, какие-то взаимоотношения, которые вы, возможно, и расширите круг своего общения совсем скоро. Может быть, у кого-то это будет со сменой работы связано. Но там вообще, если работу поменял, все новые люди, да, если мы увольняемся и куда-то переходим.
Но будут разные персоны. Тебе предстоит еще это как будто изучить, но абсолютно точно у тебя что-то получится. Приготовьтесь к тому, что будут у вас единомышленники, которые вам будут, ну, как вселять уверенность в дне сегодняшнем, завтрашнем, но больше с учетом аркана букет. Это тоже где-то общение, но все-таки Чиро Маркетти подчеркнул, что тут что-то от чистого сердца может быть, или что-то может быть искренне. А может быть, вам придется фильтровать среди достаточно большого коллектива, кому я могу доверять или на кого я могу опереться. Вот давайте продолжим знаки судьбы. Так что же скоро случится? Что произойдет? Что за знак? Что вам хотят сказать карты еще? Королева мечей. Ну да, фильтровать придется информацию и рассчитывать на самое себя. А следующий у нас выпадает аркан перемены. У вас еще и выбор будет, мои дорогие. Тут ведь тоже мы можем расценивать как выбор, да, я сказала, конечно, букет и аркан, который свидетельствует о надежности, о стабильности, якорь. Ну и сверху у нас леса, да, и ты тут не торопись делать выводы. Может быть, вы даже столкнетесь с такой метаморфозой, когда кто-то вам из людей будет не очень приятен, а тем не менее человек будет очень искренним. А кто-то, наоборот, будет льстить в глаза, да, а потом будет вот этой лисой. Поэтому нам и карты говорят, королева мечей. Это та, которая помехи убирает, по сути дела, да? Ну, где-то так, если мы к истории карт обратимся, про образ Евдифи ни много ни мало, которая надеялась сама на себя, умела хранить молчание, но уж отрезала так отрезала. Хотя вот тут, знаете, больше идет это в том контексте, что вам придется от какого-то компонента отказаться. Потому что выбор туда или сюда. Ну, понятно, туда и сюда уже не получится. И придется выбрать что-то одно, стало быть, от второго. Мы как будто вынуждены отказаться. У вашей жизни совсем скоро будет какой-то очень важный выбор. С чем он связан? Король жезлов. Иногда это просто может свидетельствовать о персоне, ну, вот та, которая нам дает какие-то команды, харизматичный лидер. Вот с чем это связано? Нет, рядом выпадает рыцарь кубков, хотя я могу предположить. Пусть это какой-то разговор очень важный даже с руководителем. И я тогда скажу ваш адрес. Вот этот человек иногда проходит на самом деле чиновники или персоны, которые наделены властью. Вот у вас, значит, состоится еще и такой разговор. Может быть, где-то будет такой важный выбор. Но нет, понимаете, того, что вам ставит палки в колеса. Все-таки рыцарь кубков говорит о том, что вам это будет нравиться. Что это еще? А ведь и правда, у кого-то может быть, вот точно, кто смотрит наш расклад, у вас может совсем скоро состоятся знакомства для тех, кто в сольном варианте, как король жезлов и королева жезлов. А объединяет рыцарь кубков. Какая-то важная встреча, мои дорогие. Но это не сама по себе встреча, а это скорее какое-то продолжение будет следовать. Поэтому даже если вы оказываетесь в тех местах, когда, ну, не собирались вы знакомиться, будьте внимательны. Иногда судьба любит нам такие сюрпризы делать. Иногда даже отношения начинаются, когда нам, правда, человек, ну, не нравится, да мы не собирались знакомиться, да и вообще мы о другом думаем. А иногда и знакомство начинается с какой-то конфронтацией. Вот что-то тут такое может быть интересное, мои дорогие. И эти перемены вы не можете отменить, потому что это колесница, это старший аркан. А вот, кстати, королева мечей где-то предполагает, что для кого-то из вас будет первое желание сказать, может быть, кому-то нет. Очень хочется спросить, к чему все идет, хотя это не входит в формат нашего расклада «Знаки судьбы». Тут нам уже наоборот все карты сказали, что тебе это по судьбе. Поэтому, ну все же, к чему это все идет? Тут явно какой-то очень важный контакт. Давайте в целом обрисуем. А для вас это шанс. А для вас это возможность. А вам это может не нравиться. А у вас могут быть, кстати, такие же советчики, которые, ну, как палки в колеса вставляют, да, все-таки лесу мы с вами никуда не денем, верно? А для вас идет что-то такое доброе, которое может означать для вас как и уверенность, так и радость, перемены какие-то судьбоносные, мои дорогие. Более того,
две персоны. Тут у нас пара. И это сам по себе шанс. И самое главное, может быть, это совпадает. Иногда это свидетельство о получении денег. Иногда о получении важного документа. Сам по себе, как я сказала, шанс. Но это тот шанс, который мы не можем пропустить. И следом за которым, или важное решение, которое однозначно выбор, мы говорили, мало сделать какой-то выбор. Вам придется действовать, чтобы не упустить то, что вам посылает судьба. Перекладывайте на себя, мои дорогие, интересный расклад получился. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и за ваши чудесные комментарии, за вашу доброту и душевность. Благодарю вас за вашу поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.